Приветствую! Я Андрей Торопов, руководитель Фреско. В этом видео расскажу о том, как оценить риски покупки квартиры в новостройке и выбрать надежный объект. Покупая, важно, чтобы объект строительства был завершен в оговоренные сроки. Это особенно актуально инвесторам, потому что задержка в строительстве негативно сказывается на доходности. Чтобы сделать оценку, я предлагаю изучить две группы рисков – правовые и экономические. Всего 10 факторов. Для каждого проставим 5, 10 или 15 баллов в зависимости от его влияния на общий уровень риска. Первое. Наличие у застройщика прав на земельный участок. 15 баллов. Это может быть право собственности, аренды или суперфиции. Узнать эту информацию можно в государственном реестре прав на недвижимое имущество. Второе – это соответствие объекта строительства целевому назначению участка. 10 баллов. Нарушения в этой части могут повлечь отмену разрешения и остановку строительства. Узнать целевое назначение можно на публичной кадастровой карте. Следующий необходимый документ – градостроительные условия и ограничения, 10 баллов. Их выдают местные органы власти. В них определяются архитектурные требования, плотность застройки земельного участка, этажность и так далее. Их можно найти на сайтах поселкового, городского или сельсовета. И, пожалуй, самое важное – документ, разрешающий выполнение строительных работ, еще 15 баллов. Проверить наличие такого разрешения можно в реестре строительной деятельности. Кстати, ссылка на все реестры в описании к этому видео. Следующий важный момент на 10 баллов – соответствие объекта строительства полученному разрешению и градостроительным условиям и ограничениям. Соответствовать должно количество домов, их этажность, процент застройки и функциональное назначение земельного участка. Последний пункт из списка правовых рисков я оценил в 15 баллов. Это проверка наличия судебных процессов, в том числе споры по земельному участку и выданным разрешениям. Такую проверку можно сделать по реестру судебных решений. При этом даже наличие всех разрешительных документов не означает, что риска нет. Инвестиции всегда сопряжены с риском. Поэтому важно оценить степень готовности дома по 10-бальной шкале. 1 балл за каждые 10% готовности. Эти данные можно взять с нашего сайта. Поставим 5 баллов за соответствие готовности дома заявленному сроку сдачи. Тут поможет прогноз на основании динамики строительства. Приведу пример. Если дом строится 2 года, а готовность всего 50%, то вероятно через полгода он не сдастся. Еще 5 баллов поставим за положительный опыт строительства и ввода в эксплуатацию домов. И последнее по списку, но не по важности, динамика продаж. 5 баллов за высокий показатель. Финансирование строительства в основном ведется за счет продаж квартир. Динамика продаж показывает, насколько проект интересен покупателям. Для этой оценки я рекомендую обратиться в компании, которые являются партнерами по продаже. Они обладают прайс-листами и смогут продемонстрировать, насколько объект распродан. Кстати, мы именно такая компания. Если вам нужна помощь в выборе объекта, закажите обратный звонок с нашего сайта. У нас официальные цены и условия покупки от застройщиков. Мы являемся их партнерами, они оплачивают нашу работу. Поэтому для вас такую оценку надежности жилых комплексов мы проведем бесплатно. В следующем видео я расскажу о том, как купить квартиру в Одессе, даже не приезжая удаленно. Чтобы его не пропустить, подпишитесь на наш канал. До встречи!